Это наш выпуск «Фиаско». Я до сих пор не могу поверить, что для него я притащила под Воронеж арабский коврик для красивого кадра и даже горные лыжи. Все это я везла в Донскую Сахару или дюнные всхламления. Мы заблудились, приехали почти ночью и увидели, что пустыня заросла елками. Смотри это видео до конца, и я расскажу тебе, куда точно не стоит ехать на выходные в России. Ты на канале «Выходные без границ» и с тобой Даша Ивановская. Это невероятно, но это правда. Мы нашли ее. Мы в Донской Сахаре. Здесь действительно множественные дюны и схламления, но все они засажены елками. Дело в том, что эту территорию старались активно превратить в лес, и у того, кто старался это сделать, в последнее время мы видим, что все-таки начало это получаться. Мы ехали проверить эту локацию, мы не знали, что получится, мы думали, может быть, здесь будет действительно просто все в песках, и это будет настоящая Сахара. Судя по истории, так оно и было, но на данный момент есть невероятные какие-то пустынные клочки, при этом пески действительно глубокие, приятные, широкие, но все же елки теперь они просто просочились повсюду. Итак, вообще, что же можно делать в пустыне, если вы обнаружили ее у себя под Воронежем? Даже несмотря на то, что в ней встречаются елки. Ну, например, вот я недавно прочитала книгу Мэй Маск, это мама Илона Маска, и она рассказывала, что 11 лет подряд они с семьей ездили в пустыню и искали там заброшенный город. Возможно, вы здесь тоже можете искать какой-то свой клад. Они вот его за 11 лет не нашли. Здесь можно действительно устроить пикник. По дороге на въезде в пустыню здесь растут арбузы, здесь невероятно живописно на самом деле. Здесь достаточно такой густой лес, и вот эти все с переменным успехом дюны и схламления достаточно обширны. То есть мы посмотрели, взлетели с коптера и видели, что они достаточно широко распространяются. В принципе, если вы хотите действительно в таком необычном месте провести пикник и быть там действительно в одиночестве и не встретить никого рядом, я думаю, что это точно вариант для вас. Ну и в конце концов, если вы сильно боитесь, что отрезана от цивилизации, не бойтесь. В принципе, где-то в 30 минутах езды находится поселок, где работает продуктовый магазин. Где же ночевать, если вы сюда приехали? Ну, это, конечно, сложно. Здесь больше такая пикниковая зона, и то подумайте, если вам это нужно, потому что здесь прям чистой пустыни вы не найдете. Мы это тоже проверили, немножко даже расстроились, с одной стороны. С другой стороны, побывать на Донской Сахаре мне лично очень хотелось, и я очень рада, что наконец-то эта мечта сбылась. Как-никак, локация проверена. Здесь невероятный запах. Это, конечно, стоит отметить как плюс, потому что здесь высажены именно хвойные деревья вокруг, и, соответственно, запах хвои, когда ты сидишь на вот этих вот песках, это, ну, что-то такое впечатляющее. Ну и действительно, на пикник, в принципе, вот на такой, даже, может быть, инсценированный бедуинский, я бы сюда разок приехала, я не пожалела, что, несмотря на то, что мы не встретили здесь голую чистую пустыню, все равно мы здесь. Это круто. И, в общем, обзор локации вот для вас, ребята, честные как есть. Где же ночевать, если вы сюда приехали? Ну, здесь, конечно, сложно, можно разбить лучше всего лагерь именно здесь, но если вы хотите какой-то комфортный ночлег, в принципе, в часе езды от Донской Сахары находится река Дон, и там вы можете встретить какие-то невероятные милые отельчики, мотельчики на берегу. Но как же добраться сюда, если вы, например, решили приехать из Москвы в Донскую Сахару, и где остановиться, если вы хотите совсем комфортного размещения? Конечно, лучше всего будет приехать в Воронеж. От Воронежа сюда, конечно, не так близко, это где-то 3,5 часа займет дорога, но любая пустыня это, конечно, не близко, и это всегда такая некая экспедиция для тех, кто решился это сделать. Приехали в Дубай или куда-то, то есть все время дорога у вас в любом случае займет долгое время. Если вы остановитесь в Воронеже, вы можете найти там множество различных отелей, а некоторых у нас уже есть обзор на канале, соответственно, можете его найти на наших предыдущих выпусках. С чем же еще заняться, когда вы приехали в пустыню? Ну, для вас специально, вы не поверите, но мы привезли сюда горные лыжи, потому что здесь можно на песках попробовать себя в сэндбординге. Ну, в смысле, сэндбординг это катание на борде на доске в пустыне, а мы попробуем себя в ски-сэндинге или в песочных лыжах, я не знаю, если есть такое слово. В общем, трудно поверить, но это так. Горнолыжку невозможно найти летом, но мы просили друзей открыть прокат и привезли сюда горные лыжи. И теперь попробуем покататься на дюнах. Итак, невероятно, но факт, но если кто-то сейчас позвонил бы мне и спросил, что я делаю, я бы ответила как есть, что я надеваю горнолыжные ботинки, чтобы кататься на горных лыжах в Воронеже, в пустыне. Ну, однозначно стоит сюда приехать, чтобы просто хотя бы стать для всех Колумбом, открывшим Америку. То есть сказать, что да, под Воронежем есть пустыня, и вообще я там катался на лыжах, это вообще, конечно, что-то просто
самое невероятное, что вы можете кому-либо вообще сказать в своей жизни, по-моему. Вот теперь этим похвастаться я могу. Вот какой-то холм нужен повыше, я не знаю. Ну, можно попотеть, и это в итоге будут беговые лыжи. В общем, это выпуск фиаско. Так далеко ехать. Взять горные лыжи летом. Почти опоздать просто. И мы почти уже просто после заката снимаем. С этими горными лыжами. В общем, ребят, по крайней мере, я что могу посоветовать? Если вы решите повторить эту безумную идею, делайте это хотя бы, когда очень светло. Вот. Потому что сейчас мало того, что темнеет, мы in the middle of nowhere, как говорится, просто хрен знает где, хрен знает что делаем, не знаем, чем это закончится. Итак, по программе я должна была рассказать вам про сэндборд. Так, во-первых, попробую скатить. Это невозможно! Я читала, что, конечно, лыжи и борд для песка сильно отличаются от снежных и горнолыжных. Сейчас я понимаю, почему. У них реально должно быть другое восковое покрытие у тех, что для песка, и они должны быть тяжелее. И тогда у вас все будет получаться. Наверное, я не пробовала. У меня на горнолыжных не получается. Значит, сэндборд вообще был еще изобретен очень давно. Это началась тема с Древнего Египта. Они брали там куски от лодок и палки, все примерно как сейчас выглядело. И, соответственно, катались на своих песках. Но в современном мире, на самом деле, это достаточно такая распространенная тема. В Дубае это очень популярный вид активности. То есть там действительно такие большие барханы, и с них туристам предлагают спуститься, почему туристам и просто местным жителям тоже по фану, спуститься вниз с дюны. Вот. А также сноубордисты, они вообще эту возможность используют как никто, потому что для них это способ натренироваться за лето к соревнованиям так, чтобы быть круче, чем свои оппоненты. И, кстати говоря, в Москве проходит вообще чемпионат по сэндбордингу, по-моему, находится в Дзержинском или что-то такое, уточню, напишу потом внизу, как точно это называется. И хотела бы я там побывать, может быть, у меня получится тоже сделать на это обзор. Я вообще самый беспомощный человек в этой пустыне, единственный. Не уходи! Ну что сказать, я надеюсь, вы видите этот шикарный тоннель из деревьев, который ведет нас к Донской Сахаре. Мы его преодолеваем сейчас ночью, когда мы впервые здесь оказались сегодня. Несколько ранее, конечно, мы поняли, что уже понимали, что пустыня уже не та, пожалуй. Если найти фотографии Донской Сахары в интернете несколько лет назад сделанные, то есть там действительно это прям такая широкая пустыня-пустыня. И есть информация о том, что пустыню засаживают деревьями, лесом. Ну, то есть борются с тем, что вот такая есть ситуация в этом районе. Но на самом деле, вот вам свежий фото-видеоотчет. Пустыня сильно подзаросла, и особенно когда вы к ней приближаетесь и видите, что вы находитесь в таком густом лесу, то уже можно почуять неладное. Ну, стоит ли сюда ехать, в принципе? Ну, как бы, если вы хотите похвастаться тем, что вы были в Донской Сахаре, то да, стоит. Увидите ли вы тут ту самую пустыню, какой обещает быть Сахара, да, или что-то, место, которое названо как Сахара, ну, нет, не увидите. В общем, короче, это пустыня на любителя. Это тот самый выпуск, когда мы искренне не можем рекомендовать сюда отправиться. Это действительно далеко, это сложно. Я, в принципе, не жалею, что мы здесь сегодня оказались, ну, по крайней мере, по двум причинам. Первое, что если бы мы здесь не оказались, то мы бы все равно здесь оказались, потому что мне очень хотелось проверить эту локацию. Пустыня под Воронежем звучит максимально нетривиально и необычно, да, то есть хочется посмотреть, как же так вышло. Ну, в общем-то, местная администрация или кто, то есть они сделали все, чтобы все-таки эта местность вернулась в круги своя, да, и стала таким донским краем, лесным, черноземным. Вот, и пустыне здесь не место. Сказали они пустыне и засадили ее елками. В общем, ребята, если вы хотите увидеть пустыню, приезжайте в Астраханскую область, там есть прекрасная дюна, Большой Брат. Возможно, мы, кстати, туда поедем с Дашей. Да, у нас есть план поехать на Большой Брат, но мы еще будем еще в одном месте рядом с Астраханью, где точно есть пустыня, где есть верблюды. И это будет шанс исправить. А?
И это будет шанс исправить такую Это будет ситуацию. шанс исправить сегодняшний Наша день. фиаско. Да, наша фиаско. Вот, и там уже действительно мы сделаем и крутые кадры с дрона, снимем закат и все остальное. Но помимо пустыни, кстати, в этом месте есть еще что-то просто невероятное. Скоро вы об этом узнаете. Еще я напоминаю, что все необычные места из наших обзоров отмечены в социальной сети Planet for Me. Это наша виртуальная записная книжка. В ней же мы сохраняем промокоды и сервисы для путешествий и делимся с тобой, чтобы ты не заблудился, как мы сегодня, и легко планировал свои путешествия. На этом все. В следующем выпуске я расскажу тебе про деревню хоббитов в Подмосковье. Подписывайся на наш канал и планируй свой крутой уикенд вместе с нами.